Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам ритуал с 3 лавровыми листьями. Этот ритуал древнегреческий. Я нашла этот ритуал на первом курсе, когда была еще студенткой. Мы изучали традиции, обычаи, песнопения, подношения к древним богам. И я, копаясь в архивах, тогда, к сожалению, невозможно было отксерить или сфотографировать, еще только выходили телефоны, не у всех они были, скажем так. И не все телефоны, по-моему, тогда вообще телефоны не были оснащены этими камерами. И я переписала криво-косо, как могла. Это было на греческом языке, то есть приводилось рассказ о том, как женщины в Древней Греции, в Афинах, очень любили делать определенные ритуалы, связанные с лавром, лавровым листом связанные. И там рассказывается, почему. Потому что лавр считался священным деревом, и листья этого дерева исполняли желания, их нужно было сжечь, дать в жертву богам и прочее. И вот следующий интересный ритуал, что нужно было под подушку положить 3 лавровых листа, а на утро нужно было сжечь с определенными словами. И приводится печатным текстом на греческом языке. Естественно, я переписала это все. Через некоторое время у меня была знакомая, она была не гречанка по национальности, немного понимала греческий, потому что когда-то там жила в детстве. Но она примерно мне объяснила значение этих слов, смысл заговора. И, собственно говоря, русскими буквами написала этот заговор. Хочу вам сказать, что своим подругам я давала этот ритуал. Одна из них очень хотела, чтобы свекор купил им дом. Свекор был богатый человек, но как-то так упирался. Одним словом, он не хотел, чтобы сын жил подальше от него, отдельно. И поэтому не покупал им жилье, хотя имел такую возможность. И после того, как она провела этот ритуал несколько дней кряду, а это нужно провести несколько дней кряду желательно, ну вот, в неделю, скажем, 3 дня, потом опять через некоторое время, внезапно для нее он приехал к ним домой в гости и привез ключи, им отдал, сказал, что он подумал, что все-таки они молодые, и у них жизнь только начинается. Не к ним, а домой вообще, где они жили. У них там большой дом был. Что отныне он купил им 3-комнатную квартиру, и они могут жить там. Ну, естественно, ее радости не было предела. И вот так вот несколько случаев, которые я помню. Я примерно слова этого заговора, естественно, помнила. Но не могла никак найти, чтобы снять этот ритуал. И вот на днях свои архивы перебирала и увидела этот заговор. Случайно. Хотя не случайно. Наверное, пришло время. Естественно, я понимаю, что мне примерно, приблизительно как бы перевели, что это означает. Написала она русскими буквами. Но мне нужно было точно понять, что слова написаны правильно, что звучание правильное и так далее.
И я попросила Илону откорректировать. В принципе, почти одно и то же, за исключением нескольких слов. Когда ты язык не знаешь, конечно, ты можешь, как вам сказать, одно слово, бывают иногда схожие слова чем-то, да, одну букву не туда поставил, уже смысл меняется. И она исправила и как бы написала таким образом, как нужно читать, куда ставить ударение. И спасибо ей огромное. И вот сегодня я вам дарю этот ритуал. Это замечательный ритуал и очень сильный, потому что он как бы прошел тысячелетия. Почему в Греции считали дерево лавр или дафне деревом победителей, деревом желаний, исполнения мечты? Считалось, что Аполлон влюбился в нимфу Дафне. Она от него убегала. И настолько ей не хотелось стать его любимой, что она превратилась в дерево. И Аполлон был... Нет, она взмолилась, попросила богов о помощи, и те превратили ее в дерево. И Аполлон, когда увидел это, он очень долго горевал, а потом наделил ее возможностью исполнять желания. Раз уж его желание она не исполнила, то пусть хотя бы исполнит желание других людей. С тех пор венчали победителей лавровыми листьями. Лавр считался как бы венцом победоносным. И изготавливали из золота в виде лавровых листьев многие диадемы того времени. И вот считается, что лавровые листья, если еще и их принести в жертву, то есть сжечь их и отдать вот это благовоние, да, этот приятный аромат богам удачи, то они услышат и исполнят желание. Что нужно делать для этого? 3 лавровых листьев, листьев, хотел сказать. Так вот, купите лавр, если нет у вас дома лавровые листья. 3 листочка нужно класть под подушку перед сном и лечь спать. Утром, когда встаете, делаете все свои дела, в общем, прибрались и не знаю еще что, вытащите эти листья, сожгите и говорите 3 раза эти слова. Пока лист горит, 1 лист, значит, читайте 1 раз, потом 2. Ничего страшного, если там, предположим, оно там плохо горит, вы можете над свечой держать и найдите емкость, естественно, где вы будете это все воспроизводить. И вот пока вы сжигаете лавровые листья, читайте 3 раза этот заговор. А потом этот пепел нужно высыпать, выкинуть из окна. Не из дверей, а с окна. То есть выкинуть. Не сразу подождите, пока оно там остынет. То есть вы тем самым отправляете во Вселенную свое желание. Отправляете как посыл. Вот вы сказали и отправили. И вам не нужно свое вот именно желание в данный момент произносить, что вы хотите, что вам не хватает, чего вам нужно. Силы прекрасно видят, что для вас в данный момент важно. То есть, и кроме всего прочего, этот ритуал приносит и денежную удачу. Это тоже проверено. Начинаются, ну, если у вас там, вы занимаетесь, скажем, работаете на себя, начинают сыпаться заказы, начинаются звонки, начинают просить ваших услуг, если вы там какие-то услуги оказываете, не знаю, может, вы что там привозите, отвозите и так далее. Если дома делает 1 человек, в любом случае вот это денежное благополучие приходит в дом для всех. Желательно, чтобы вы делали часто, читали, начитывали, хотя бы вот несложные ритуалы, работы проводили, связанные с денежными заговорами, ритуалами. Вы тем самым усиливаете свою связь с силами удачи, понимаете?
И поэтому все остальные дела, получается, вот вы сделали, отпустили эту ситуацию, вы даже, может, и забыли, что вы когда-то это просили или читали. И вот ни с того ни с сего за короткое время оно приходит. Потом начинаешь вспоминать, действительно, я же тогда как бы это начитывала, я же вот что-то там проводила, видимо, вот получилось. Так и есть, собственно говоря. Итак, хочу попросить, чтобы все хором не кричали, а вот мне тоже вот, это, как его, текст, а где текст найти, а что делать? Потерпите, подождите. Внизу Яна на днях выставит текст. Это раз. Или записывайте с моих слов. Это два. И третье. Я устала объяснять под роликами, а где тексты, а куда пропали, а где найти. Нам пришлось когда-то закрыть канал и вновь открыть где-то полгода назад. Когда закрываешь канал и снова открываешь, все тексты, которые были выложены, да, мы сами выкладывали, там, закрепляли, они исчезают. Был у нас канал «Гостиная ведьмина изба», первый канал. Его слили, этот канал. Вот в одно время, если помните, на все каналы были нападения. Этот канал слили, оттуда тоже тексты вставлялись под роликами. Тексты исчезли. Вот новые работы мы выставляем, но невозможно 4000 текстов снова выставить на этом канале. Понимаете, это физически нереально. Поэтому вы, когда видите ритуал, набираете название этого ритуала в Гугле, рядом пишите текст. Выходит сайт, на сайте есть текст. И впредь для дочерних каналов тексты и лекции не выставляйте, пожалуйста. Дайте ссылку на сайт. Текст можете найти по ссылке. Ссылку дали, человек нажал, зашел на сайт и увидел. Так легче предотвратить и кражу, и перевод прям в Ютубе делают, потом берут, выставляют за свое. Понимаете, уже надоело это все. Поэтому будьте добры, вот именно вот таким образом и проведите. Не выставляйте ни ритуалы, ни лекции. И закройте комментарий, пожалуйста. Уже есть правила дочерних каналов. Откройте, посмотрите. Никак не мешаю, не контролирую вашу деятельность, но есть определенные правила. Просто их соблюдайте, и остальное там плод для ваших фантазий. Вот как хотите, так и оформляйте, собственно говоря. Так что тексты там под роликами тех ритуалов, которые вы не можете найти, набирайте и находите на сайте или нажимаете «Ведьмина изба», официальный сайт. Есть несколько сайтов, которые созданы моими зрителями, чтобы сохранить мои работы. Есть официальный сайт. Заходите, нажимаете «Форум». В форуме все распределено. Ритуалы для удачи, ритуалы там такие оздоровительные и так далее, и так далее. Нажимайте и смотрите среди этих ритуалов. Если так не можете, значит в Гугле набирайте название этого ритуала и пишите рядом текст. И находите. Хорошо? Чтобы опять этих вопросов не было. Я просто устала одно и то же объяснять. Не могу каждому отдельно говорить об этом. Итак, начнем. Несколько дней кряду проведите это. Или сколько у вас получится, в принципе. Это неограниченное как бы время. Когда спрашивают, а нужен ли откуп, там, где я не сказала, он не нужен. Там, где я не сказала, вы откупаетесь энергией вашей радости. Вот вы порадовались, и вот эта вот энергия, которая от вас ушла, это и есть откуп за этот ритуал. Но в любом случае не забывайте, что если силы вам помогают, решают ваши проблемы, дают вам деньги, возможности, карьерный рост и так далее, вы тоже кому-то чем-то помогите. Понимаете, откупитесь как-нибудь, сделайте равноценное доброе дело. Ну, не буду объяснять каждый раз, как и что. Уже об этом говорилось. Положите под подушку 3 лавровых листа. На утро встаете. Кстати, могут и головные боли пройти, может и самочувствие стать лучше намного. Значит, утром просыпаетесь. Извиняюсь, я уточню сейчас. Кладете 3 лавровых листа под подушку, сбилась, видите? И начитываете сверху 3 раза этот заговор. Утром просыпайтесь, эти листья забирайте, зажигайте и снова 3 раза начитывайте этот заговор. Все, уточняю. Так, на всякий случай.
немного как-то так отвлеклась. И так столько раз, сколько раз вы хотите. Хотите, каждый день делаете там в течение недели, а потом отдохните некоторое время, так оставьте этот ритуал. Потом снова положите под подушку 3 лавровых листа. Сверху начитайте 3 раза, ложитесь спать. Он улучшает сон, улучшает и убирает головные боли, оздоравливает душевное состояние человека. А на утро это, опять же, читая, уже сжигайте эти листья. И пепел пускайте в окно, выкидывайте в окно. Там столько-то прям не будет пепла, аж прям, знаете, в дверь нельзя. В дверь вы свою удачу выгоняете. В окно вы отправляете некий посыл, сигнал во Вселенную, чтобы эта удача приумножалась. Надеюсь, поняли. Итак, начнем. Я заранее записала, чтобы как бы не ошибаться, поэтому на иностранном языке я иногда записываю заранее. Ну, это нормально, в этом ничего такого нет. Я надеюсь, что вы поняли, как и что делать. Το πρώτο φάμου φέρει τύχη. Το δεύτερο φάμου δώσει χρήματα. Και το τρίτο φάμου δώσει μία πλούσια ζωή. Η τύχη μου άνοιξε τις πορτές της τύχης. Και η περιουσία πολλαπλασιάζεται. Το χρυσάφι πέφτει από τον ουρανό και το ασίμι αποθηκεύεται στα σεντούκια μου. Τα κερμάτα μου είναι αμετρήτα και ο πλούτος μου όσο τα αστέρια στον ουρανό. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Ας είναι έτσι και έτσι θα είναι. Еще раз. Το πρώτο φάμου φέρει τύχη. Το δεύτερο φάμου δώσει χρήματα. Και το τρίτο φάμου δώσει μία πλούσια ζωή. Η τύχη μου άνοιξε τις πορτές της τύχης. Και η περιουσία πολλαπλασιάζεται. Το χρυσάφι πέφτει από τον ουρανό και το ασίμι αποθηκεύεται στα σεντούκια μου. Τα κερμάτα μου είναι αμετρήτα και ο πλούτος μου όσο τα αστέρια στον ουρανό. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Ας είναι έτσι και έτσι θα είναι. Το πρώτο φάμου φέρει τύχη. Το δεύτερο φάμου δώσει χρήματα. Και το τρίτο φάμου δώσει μία πλούσια ζωή. Η τύχη μου άνοιξε τις πορτές της τύχης. Και η περιουσία πολλαπλασιάζεται. Το χρυσάφι πέφτει από τον ουρανό και το ασίμι αποθηκεύεται στα σεντούκια μου. Τα κερμάτα μου είναι αμετρήτα και ο πλούτος μου όσο τα αστέρια στον ουρανό. Η τύχη
μου έδωσε τύχη. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Η τύχη μου έδωσε τύχη. Ας είναι έτσι. Και έτσι θα είναι. Вот проведите как следует. И результат не заставит себя ждать. И вновь наша любимая фортуна придет к вам на помощь. Если помните, греки называют ее тихе. Удача или счастливый случай. Всем удачи. И много счастливых случаев.